хруст снега под ногами. Чувство безмолвия и непонимания, которое окутывало Алену, стали ее единственными спутниками в этот холодный зимний день. Она стояла привязанной к дереву, и страшный холод пронизывал ее до самых костей. Холодный ветер терзал ее лицо, подобно испуганным теням, которые не могли уйти. Вокруг царила тишина, полная неясных предчувствий и непонятного страха. Однако опасность, казалось, исходила не от чего-то явного, а от ее собственных мыслей, которые кружились в голове, подобно волнам бушующего моря. Рядом с ней стоял тигр, неподвижный и полон загадки. Его благородные глаза светились, как звезды в темноте. Эти глаза, казалось, были знакомы ей, откуда-то из ее детства, но сложность воспоминаний переплеталась с настоящим, и она не могла вспомнить, когда и где видела их раньше. Каждый взгляд тигра вызывал в ней глубинные эмоции, но ее память оставалась угасшей. Она не знала, как объяснить этот внезапный эмоциональный заряд. Вместе с этим в ней звучали слова отца о браконьерах, о том, как важно охранять природу, которую он так любил. Как много за собой они унесли. Отец всегда учил ее о том, как важно защищать природу, в частности тигров, от тех, кто хотел их уничтожить. Это был момент вечного противостояния, и Алена чувствовала его всем своим существом, как будто сама природа призывала ее к действию. Лес был другом семьи Алены, их невидимой опорой и защитником. Она стояла рядом с отцом и матерью, когда он показывал ей следы тигра в зимнем белом покрове. Каждый нюанс изображения, каждый волосок и каждое движение в природе свидетельствовали о присутствии этого величественного создания. Главное, не трогай их. В серьезном тоне говорил отец, его голос был полон власти и уверенности. Это был его способ показать ей, что мир животных – это не просто картины на холсте, это шизина, полная энергии и опасности. Тигры боятся человека, особенно после звука ружья, но ты видишь их следы, и это значит, что мы здесь, чтобы беречь их. Он произнес эти слова так, будто они были запечатлены в его душе. Материнский голос дополнял его, нежный и заботливый. Тигры умные и чувствуют опасность, уважай их. Небо было ярко-синим, а ветер шептал ей о бескрайних просторах тайги, где царила свобода. Эти мгновения были словно кадры из детского кино, в которых смешивались радость и страх, ожидание и тревога, ожидание чуда. Но, к сожалению, сказка не длилась вечность. Спустя всего год лихо свалило тяжелое горе на плечи Алены. Отец погиб от рук браконьеров, с которыми всегда пытался сражаться. Эта трагедия оставила ее с ненавистью в сердце и с огромным чувством потери. Она могла слышать шепот тайги, ее голос, который звучал как рык сдалека, свидетельствующий о важной клятве, которую она дала. «Я отомщу». Тайга молчала, как будто тоже скорбела о человеке, который утратил свою связь с природой. В этот момент она поняла, что они не простят убийц его отца. Ни она, ни тигры, ни сама природа. Она была худой и сильной, и ее сердце горело от ненависти и желания справедливости. Она поклялась, что память о его жизни не будет запятнана, что она сделает все возможное, чтобы защитить ту природу, которая была для него священной. Через 5 лет Алена вернулась в свои родные места, в тайгу, которую так любила. Москва. Шум и суета казались лишь эхо далекого сна, затмивая все победы и неудачи. Она скучала по тишине, по торжественной величественности тайги. Это был ее настоящий дом, а все города и деревни казались не более чем плоскими рисунками на карте забытого мира. Мать встречала ее молча. Ее глаза были полны печали и понимания, как она сама. Без лишних слов, без недосказанности, они обе знали, что утраченная жизнь отца никогда не вернется. Этот мир оставил их вдвоем, и в этом молчании таилось понимание. Алена стала работать в заповеднике, проверяя камеры и следы тигров, словно пытаясь восстановить связь с природой и покой, который был потерян. Каждый день приносил новые чудеса. Шорохи трав, следы диких животных и переплетающиеся истории, которые лишь она могла прочитать. Однажды, блуждая в лесу, Алена заметила маленького тигренка, оставшегося без матери. Его радужные глаза сверкали, и он не проявлял страха. Этот мир был совершенно новым для него. Но для Алены он был полон немых просьб и надежд на спасение. Сомнения одолевали ее, разрывая душу на части, но внезапный импульс побудил ее подойти. Она протянула руку, и тигренок не отступил, как будто зная, что его ждет тепло и забота. Сердце ее переполнилось нежностью и решимостью. Она не могла бросить его в одиночестве в этом холодном лесу, природе, которая была не только его домом, но и его опасностью. Что если тигр вернется? Что если он вновь останется один?
Но вместе с этим бушующим страхом пришло осознание. Она могла спасти его, и это решение изменит ее жизнь навсегда. Алена забрала тигренка домой, завернув его в шарф, созданный ее руками. Она назвала его Тай, и в ее сердце возникла новая связь, особая и болезненная. Каждый раз, когда Тай смотрел на нее своими яркими, полными жизни глазами, она чувствовала, как между ними растет нерушимая связь. Она ухаживала за ним в сарае, скрывая от своих коллег, зная, что это может вызвать осуждение, но желание спасти его было сильнее. Тай стал ее единственным утешением в мире, полном невидимых ран. Каждый миг с Таем наполнял ее жизнь радостью и вдохновением, хотя порой это было похоже на игру, опасную, но столь необходимую. Как сложно было оградить его от опасности, но она не собиралась сдаваться. Тай научил ее любить и делать все возможное, чтобы его защитить от злого мира вокруг. С течением времени Тай быстро рос и становился все более игривым. Каждый день он напоминал Алене о том, что жизнь продолжается, даже когда кажется, что все потеряно. Алена понимала, что пришло время отпустить его в лес, когда снег стал глубоким и уютным, как одеяло. Провожая Тайра, она заметила, как он оставил цепочку следов в снегу. Каждый след был как символ их совместного пути. И когда Тай исчез в лесу, а ее сердце наполнилось тревогой, она чувствовала, что сделала правильный выбор. Его уход не означал его исчезновение, но лишь то, что он выбрал свой путь в жизни. Эта сцена навсегда осталась в ее памяти как напоминание о том, что некоторые вещи предназначены для того, чтобы быть свободными, даже если это приносит боль. Вместе с мыслью о Тае ее охватывало предчувствие новой встречи. Вернувшись на место, где отпустила Тайра, она обнаружила следы, ведущие вглубь леса. Тревога нарастала внутри нее, как будто предчувствие большего, чем просто случайность. Эти следы были знаком. Неожиданно она услышала рев мотора и увидела застрявший внедорожник. Подойдя ближе, Алена встретила мужчину, пытавшегося вытащить машину из сугроба. Он представился Томашем и сказал, что снимает фильм о тиграх. Она увидела его нервозность и решительность. Что-то в его голосе заставляло ее насторожиться. Она не могла избежать ощущения, что с этим человеком связаны не только позитивные эмоции, но и опасность, о которой она знать не хотела. По мере работы вместе Алена заметила, как Томаш искал ее взгляды, изучал ее. Время стремительно ускользало, и она не могла не заметить, как беззаботно он двигался в этом чужом для него мире. Через полчаса они с трудом выбрали машину из сугроба. «Ты сильная», – сказал Томаш с легкой улыбкой и поразительным восхищением в голосе. И в ее душе зашевелилась маленькая искра. Как можно было быть таким открытым среди их дел, полного конфиденциальности и ограничений? Она чувствовала роскошь момента, но внутри нее зрело недоумение, постепенно перерастая в тревогу. С каждым новым разговором она хотела лучше понять его намерения и историю. На следующее утро Алена вновь встретила Томаша, когда предложила ему ночлег. Пылающий костер и горячий чай создали ощущение уюта и тепла, которое так было необходимо. Они сидели у костра, пили чай. Томаш говорил о своем проекте и тиграх, однако Алена почувствовала, что он не был бы с ней честен. Он, рассказывая вскользь, вставлял детали, его слова наталкивали на мысль, что что-то скрывается за его намерениями. Шрам на его руке был безмолвным свидетельством глубин его мира, и он не раскрывал его полностью. Алена чувствовала, что между ними назревает напряжение. Такие разговоры явно подняли для нее множество вопросов. Улыбка на его лице не могла скрыть того, что у него есть свои секреты, скрытые за открытым внешним видом. Прошло несколько дней, и Томаш вернулся с новым оборудованием. В этот день солнце светило особенно ярко, но страх все равно оставался нечетким шепотом в ее сознании.
Алена была обеспокоена его наводящими вопросами о маршрутах тигров, которые были более подробными и хитроумными, чем обычно. Она знала, что это может означать нечто большее, чем просто обыкновенные схемы. У него была карта с красными крестиками, которые не давали ей покоя. Каждый такой крест был как пуля, попадающая в ее сердце, пронзенный всей неопределенностью, которую дарила эта местность. С каждым вопросом он приближался все ближе к ее границам, и Алена не могла не чувствовать, что ее мир вновь оказался под угрозой. Игорь, брат Алены, однажды пришел в офис, и его лицо излучало беспокойство. Он взглянул на нее и произнес: «Я не доверяю этому Томашу». Внутри Алены затрепетала тревога, она не должна была знать о ее личных чувствах. Эти слова заставили пережить ее внутреннюю неуверенность еще раз. Алена пыталась его успокоить, объясняя, что он просто снимает фильм, но его настойчивость только усилила ее тревогу. Нагнетая обстановку, он высказывал свои опасения о том, что воспоминания о потерях могут повториться. Эта идея как будто вселяла в нее еще большую неуверенность в своих решениях, и в этот момент она поняла, что чем больше она будет скрывать, тем больше это создаст недоразумений между ними. Одна ночь перевернула ее жизнь, и все, что она когда-либо знала о своем месте в мире, стало неуместным. В темноте она услышала голос Томаша, тихо говорящего по-немецки о контейнере и перевалке живого товара. Эти слова падали, как тяжелые камни в ее сердце. Лишь услышав о товарах живого веса, ее страх и панику закрепили в сознании. Вдруг он был не только исследователем. Эта ситуация казалась вновь накаленной, и она понимала, что на кону стоит жизнь. Она затаила дыхание в ожидании расставания с реальностью, с миром, который она знала, ведь все могло измениться в одно мгновение. Эти мысли застряли у нее в голове, когда к утру страх стал осязаемым, как всегда. С утренни, в тяжести души, Алена решила прокрасться к Томашу, чтобы проверить его камеру. Тайга молчала, накрытая легким туманом. Ее атмосферный покой звучал как предостережение от прошлых ошибок. Ветер шептал о том, чего она боялась, словно намекая на предстоящую опасность. Когда она наконец попала в офис, она нашла пустой офис, полный суеты и теней, и ее сердце сжалось от страха. Каждая тень казалась многослойной, каждая порывистая тишина становилась еще более тревожной. Она искала доказательства, вскрывая тайны. Но волнение усиливало ее одиночество, и все вокруг стало еще более неуютным. Игорь позвонил мрачным голосом, сообщая, что нашел мертвого тигра с вырванными клыками и содранной шкурой. Тоска о Тае снова вспыхнула в ней, и в тот момент ее душа вновь наполнилась беспокойством и яростью. Этот ужас был слишком близок и слишком реальным. Она могла видеть его, как он был, и чувствовать, как одно то же обращение в погибель составляет ее душу с пустотой. Ее воспоминания о Тае стали похожи на крики о помощи, переплетая с тенью. Эта боль заставила ее понять, что она больше не может оставаться бездействующей и молчаливой, что надо действовать, пока не стало слишком поздно. Надежда, что тайга под защитой и несправедливости не остались незамеченными, начала умирать. Рев мотора, подъем сердца, Игорь где-то там. А Алена бежала в сторону старого кедра, произнося молитвы о безопасности. Чувство безумия от происходящего зарождалось в ней. Ее страсть оказывала влияние на ее тело и разум. Обнаружив мертвого Игоря, она поняла, что его жизнь была отнята. Сердце ее сжалось в груди, мысли о справедливости переросли в безумие. Страх и налет гнева смешались в ней, как волны, накрывающие побережье. Она не могла поверить своим глазам, и ей казалось, что сама тайга оплакивает эту потерю. Она могла лишь одно – укрепить свою решимость, ощутив Венецию проклятия. Лишь бы она знала, что еще не все было потеряно. Алена осознала, что Игорь мертв, и увидела, как следы ведут дальше в лес.
В ее сердце завелся зверь, готовый поглотить ее, наполненный ненавистью и злобой. Чувство агрессии и мести вспыхнуло внутри нее. И чтобы достичь своего, ей нужно было найти Тамаша. Как он мог совершить это? Она чувствовала, что если не отомстит, то разрушается на куски. Страх перед тем, что тайга потеряет еще одного защитника, был как заноза в ее сердце. И она знала, что ее силы следует собрать. В глубине души она истосковалась по справедливости. Оглядываясь вокруг, Ален заметила камеру слежения, и ее сердце устремилось в пропасть. На экране возник Томаш, он держал нож, и в этот момент у нее в голове пронеслось одно слово – предательство. Иллюзии ее непогрешимости рушились, превращаясь в хрупкие воспоминания. Он был убийцей. Она должна была действовать. Чувство, что он был ее врагом, расплылось внутри, и Алена понимала, что сейчас не время ожидать. Никакие страдания не могли унять ее жажду справедливости. Она должна была найти способ остановить его прежде, чем он снова причинит кому-то боль. Возвращаясь домой, Алена чувствовала, как Дейнджер надвигается, тень, которую она не могла избежать. Холодные руки судьбы обвивали ее, но в ней не оставалось страха. Только желание найти истину и восстановить справедливость. С каждым шагом ее уверенность крепла. Она знала, что должна заставить себя вытолкнуть эту темноту на поверхность. Пронизывая отчаяние, она хотела навести порядок, чтобы вернуть жертвы, которые потребовала от них судьба. Она снова окутала себя надеждой, используя свои внутренние силы, чтобы бороться за своих друзей, за свою семью и за Тай, особенно за его безопасность. Алена вскоре оказалась в плену, привязанной к дереву, когда страх поглотил ее. Темнота наступила, и нож Тамаша блеснул в лунном свете. Его голос звучал глухо, напоминая ей о тех страшных минутах, когда ее жизнь зависела от неправедного выбора другого человека, что переключило все карты. Он смеялся и становился чем-то более, чем просто врагом. Он стал олицетворением ее ненависти. Она боролась, но связывающие ее узы лишь усиливали восприятие безысходности. И вместо этого страх превращался в ярость, готовую вырваться наружу. Однако внезапно хруст снега вернул ее к реальности. Она почувствовала его, Тая. Он был рядом, пронизанный мужеством и силой, которые она никогда не могла себе представить. Ее тайна, живая в лице тигра, была предвестником перемен, и она почувствовала, что надежда стали возможной еще раз. В этот момент ей казалось, что время остановилось. И ей, и тигру предстояло пройти испытание, чтобы узнать, как они справятся с ним. Последний взгляд тигра был полон понимания и обещания, что они оба справятся с чем бы ни пришлось столкнуться. Томаш повернулся к тигру, и его страх становился явным. Алена чувствовала, как тигр готов прийти на помощь, готовый сразиться за свою сущность и защитить ее. Это было не просто сражение между людьми и животными. Это был разрешенный вопрос, который требовал открытого диалога. Она полагалась на его мощь и ужас, что в их области затеяно было нечто более, чем простая борьба за выживание. Курили атмосферы происходящего переплелись в один миг, когда ее желание справедливости выплеснулось наружу. В этот момент она поняла, что все, что она видела за свою жизнь, сводилось к этому столкновению. Силы природы против ее заклятого врага. Тигр бросился на Тамаша, раня его, и вскоре Алена использовала эту минуту, чтобы освободиться от веревок, крепящих ее к дереву. Ее внутренние силы стремительно растут. Взгляд Тая был сосредоточен как никогда, когда он встретился с глазами врага. Алена поняла, что это ее шанс. Она не могла позволить, чтобы этот момент упустили, чтобы ее страсть рассеялась в воздухе. Поднимая свои руки и собирая все силы, она почувствовала, как поток ярости направляется через ее тело к ее конечностям. Ей не нужно было долго ждать. Ее сердце толкнуло ее с места.
и она с криком бросилась к врагу, уже слишком поздно раздумывая, как ее рука расправилась среди его груди. Битва саги продолжалась, и лес вернулся к своей прежней тишине. Алена видела, как Томаш пытался достать нож, но тигр снова атаковал, действуя так, как будто это ее защитник. Деревья затаили дыхание, как будто ожидали, что произойдет в последней кульминации. Лучи солнца пробивались сквозь кроны деревьев, обнимая поле битвы нечетким светом. Бой не был об обычных тактиках. Это было про чувство, справедливость, месть. И этот момент сил и уязвимости был для Алены окончательным. Но затем, в тот момент, когда надежда зашевелилась вновь, плоть противостояла ее собственным стремлениям. Когда последний шепот утих, и тигр исчез в лесу, Алена осталась одна с тоской, присущей ее деяниям. Она затихла, погрузившись в воспоминания о любви, о потере, о мести и надежде. Ночь пришла, как всегда, заключив ее в объятия, но теперь это было другое чувство. Она была свободной и начинала заново. В ее груди пылали мечты о будущем вместе с тоской по уходящему. Этот горький, восхитительно сладкий момент оставил легкий след в ее душе, и она понимала, что ее жизнь никогда не будет прежней. Год спустя Алена руководила заповедником, который снова наполнился жизнью. Оживляя его, она продолжала искать Цветая ради любимых. Каждый раз, когда она клала мясо у старого кедра, память о любимых и потерянных возвращала ее к корням, к тому, с чего началась эта история. Это стало ее ритуал – отдавать долг памяти и уважать ту жизнь, которая была отнята. Она знала, что Тай продолжал жить в ее сердце, и все ее деяния вокруг него были бы по-прежнему направлены к тому, чтобы закончить его историю правильным образом. Ее сотворенные моменты тепла и любви были ее направлением и ее искуплением за все, что она потеряла. Наконец Алена нашла следы Тай. Она поднялась на холм, где они однажды расстались, и увидела его, замеревшим среди деревьев. Его гордая фигура была полна силы и благородства. Его рысь была быстрой, грациозной и важной, как обычно. Сердце было наполнено радостью и грустью, ведь он был один, оставаясь на свободе, отдаляясь от нее, но не теряя этот важный кусок их общего прошлого. Уходя в тайгу, он словно говорил: «Я с тобой, мы снова встретимся». И в тот миг она поняла одно: тайга никогда не сдастся, и ее миссия продолжится. Она знала, что их пути снова пересекутся, и надежда, с которой она двигалась вперед, была залогом новой жизни, основанной на любви и решимости.